Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. И как видите, мы сегодня на набережной, а приехали мы сюда для того, чтобы отведать морепродуктов. Да не простых, а дорогих. Понимаете, потому что турист, приезжающий сюда, он в основном что хочет попробовать? Ну, конечно же, морепродукты. И мы периодически обязаны показывать, какие крутые морепродукты здесь присутствуют. Ну и, конечно же, в какую цену. Потому что мне очень много людей пишет, кто собирается сюда приехать. Костян, а какой бюджет? На что мне рассчитывать? В частности, господа, сегодня мы это и увидим. Прежде всего, господа, пара слов про цены в здешнем ресторанчике. А именно, так как здесь все в основном в аквариуме, то и цены будут за килограмм, за штуку и так далее. Что мы наловили уже, мы узнаем цены, они будут везде появляться. По тому, что здесь готовится, можно сказать, что, в общем-то, средней ценовой категории ресторанчик, потому что кальмар в основном 150 где-то тысяч стоит, жареный рис 95, что нормально и неплохо, потому что вот 95 тысяч жареный рис с морепродуктами, а это означает, что, ну, и действительно нормально, потому что обычная цена от 80 и даже до 130 тысяч донгов. Так что здесь по тому, что они предлагают в основном меню, нормально, средней ценовой категории ресторанчик. А к нам уже подъехало. Давайте и начнем пробовать. Ну что, Ром, ты попался. Костян, в смысле? Я знаю твой самый тщательно скрываемый секрет. Да, я видел твою историю браузера. Вчера ночью ты очень сильно хотел посмотреть на нее. Набрал в строке поиска и наслаждался фотками. А потом еще и видео смотрел. А особенные гурманы вроде тебя ее еще и едят. Пицца с ананасами. О, да! Без регистрации и СМС. С нашими друзьями доставка еды Foodband. Ты можешь заказать ее круглосуточно. Посмотреть, понюхать и съесть. Вот хоть сейчас с моим промокодом Костян25 будет скидка и на нее, и вообще на все заказы и любые блюда. Если ты не любишь ананасы, скидка многоразовая. Хоть каждый день пробуй разное. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню Foodband много и классической пиццы, и сытной, и где много мяса. Выбирай на свой вкус. Тем, кто к лету начал худеть и тесто не ест, берем покеболы с морепродуктами. Или, если любите рыбку, добавляем в заказ суши и роллы. Ну а чтобы согреться горячие блюда со сковородки, лапшу, мясо, курочку. Вот и та самая пицца Chicken Aloha с ананасами и курицей. Запретное удовольствие. Самое главное, не забывай писать мой промокод Костян25. Скидка многоразовая. Приятного аппетита. А вот это вот одна из главнейших штук, которые нужно попробовать, когда вы приехали во Вьетнам. Морской черенок. Вот такие вот улиточки, которые здесь подаются. Замечательные и очень вкусные. Это свежесть моря. Вот так всю берешь и съедаешь. Эта штука здесь тоже продается на развес, как вы понимаете, поэтому ценник, вот он здесь появляется. Мы взяли немножко, наверное, граммчиков 300. Вот так вот в рыбном соусе нещадно извалял, и всего, господа, не боимся никаких внутренностей и прочего. Всего вместе и съедаем. Это один из тех вкусов, за которым вы сюда приезжаете. Это очень вкусно. Вы знаете, я когда веду обзоры, я иногда сам себе завидую. Это очень вкусно. Мне нравится вести обзоры. Кто бы сомневался. Роман сейчас добавит свое мнение по поводу именно насколько популярно это блюдо, потому что многие приезжают, не знают про него, а это попробовать, на мой взгляд, обязан практически каждый. Конечно же, заказывайте все приготовленное на пару. Вы тогда, во-первых, не промажете с точки зрения того, что это будет сухим. Ну, сварить или на пару приготовить у вас. Они не смогут вам испортить ваше блюдо таким образом. А во-вторых, вы почувствуете тот самый вкус. Ну, как всегда, да, они очень хорошие, очень вкусные, с мощным таким морским вкусом. Наверное, многие приезжают и по внешнему виду боятся их пробовать. Но ничего страшного в этом нет, так что обязательно, да, тоже советую. Да, есть много разных вариантов готовки, в частности с лемонграссом. Это один из основных и, пожалуй, самых популярных. Поехали далее.
И давайте немножко внутренности вот эти почистим. Здесь бы так аккуратно ополоснуть все это, но не страшно. Самое главное, легкие достать, которые несъедобны, а остальное все мы будем съедать. Эти штуки немножко горчат, поэтому проще так. Ну а теперь все очень просто. Берем и аккуратненько вынимаем. Можно весь хвост, можно частично. Вот он. Лобстер. Лангуст в данном случае. Лангустиное мясо на пару. И вот из этой части, конечно же, тоже все вынимаем. Я уже из одной вынул. Теперь для Романа. О, хороший кусок. Держи, Ром. Конечно же, вот эти части тоже не забываем. Здесь тоже есть что поесть. И в ногах ровно то же самое. Но это попозже. Для начала давайте с каким-нибудь соусом, где у меня палочки. Да, эта еда вкусная еда, если вы понимаете мой юмор. В данном случае, что сказать? Дорого-богато, конечно же, вкусно. Они, может быть, основной хвостик, на мой взгляд, немножко передержали. Но на пару все равно он остается без, понимаете, без того самого сыра. Они, конечно же, нас спрашивают, как вы будете, как вам приготовить. И они всегда предлагают его под сыром. Просто нет, никогда на это не соглашайтесь. Никакого сыра, никакого... Ну ладно, чесночка иногда можно добавить, но всегда на пару. И лучше попросите у них просто дополнительные соусы. Вы сами решите, с чем и как это съедать. На мой взгляд, да, это то, что нужно. В частности, если позволяют средства, и ты приезжаешь в Вьетнам, конечно же, нужно это попробовать. Роман? Ну, это, конечно, вкусное мясо, но я считаю, что слишком переоцененное, потому что... Дороговато. Оно, допустим, если сравнивать с креветками, то оно не настолько вкуснее креветок, насколько оно дороже креветок. То есть за эту цену там можно 2-3 килограмма креветок взять, объесться, или попробовать там вот лобстера, прикоснуться вот к этой высокой кулинарии, но все-таки мое мнение, что переоценено слишком. Здесь можно продолжать ковыряться. Я, в принципе, с Романом согласен. Не согласен только в одной вещи. Все-таки лангуста или креветку я бы, не сравнивал. Это совершенно разные вкусы. Может быть, кому-то, да, и окей, и то, и другое, морской гад, и членистоногий, или какой он там является. Но все-таки, здесь есть свой прикол. И, насколько я понимаю, здесь исключительно только легкие. Короче говоря, зря я это все ковыряю. Может быть, здесь у меня чего-то добыть и получится. Вот чуть-чуть, вот здесь вот миска имеется. Так что мои старания, они вроде как вознаграждены вот таким вот кусочком мяса. Да, если хотите полностью его съесть, поковыряться придется. И, конечно же, вот эти вот лангустиные, не клешни, но основные его ноги. Господи, какой же он колючий.
Подожди. Не так все и просто тут раскрыть его. Вот оно. Видали, какой еще кусок? И, конечно же, ножки. А их намного проще съедать. Вот так отрезал, здесь тоже отломил. И тот же самый краешек отрезал. А после этого обычно получается высосать, а здесь что-то пошло не так. Применим обычный способ. Вот так. Угу. Да. А ног у него, господа, большое количество. Так что сидеть, не перековыряться. Да, лангуст, ровно так же, как и всякие крабы, это тоже некоторое время провести в ковырянии. Но прежде всего, конечно же, достал хвост, и тогда можно наслаждаться. А теперь у нас рыба-куртка. И, вы знаете, мне таких тапков накидали в последнее время, вернее, в последнем обзоре, когда я рыбу пробовал, и сказали: Костян, ты ее там передержал. Вот она только-только забурлила, она и так уже готовая, поэтому моментально снимаем вот это нежнейшее мясо. Никаких костей в этой рыбе нет. Вот это красота. Вот так вот она и должна выглядеть. И можно лучка. Вот так. Конечно же, щечку. Вот она, щечка. Глаза не будете? И нужно, в общем-то, срочно выключать, переворачивать и пробовать дальше. С обратной стороны у нас тоже замечательная, я надеюсь, еще не передержанное мяско. Вот немножко соуса. Роман, тебе с лучком, с остротой? Мне без лука. Тебе без лука? Ну вот видишь, уже чуть-чуть прижаристая вот снизу. Поэтому я не уверен вообще, что необходимо эту рыбу здесь вот подавать в таком бульоне. Они любят уничтожать рыбу своей температурой. Все, на пару готово. Более не требуется. Для начала, конечно же, просто кусочек мяса, без всего. Они молодцы. И мы молодцы в этот раз, что не дали ей долго бурлить, кипеть. Ну, тогда мы просто пробовали другое блюдо, и у нас стояла другая рыба. Ты не помнишь, что у нас было за рыба? Пампаны, что там было у нас? Короче говоря, тоже хорошая рыба, и она долго стояла, бурлила, а потом я имел неосторожность пожаловаться на то, что она сухая. Ну, сами виноваты, да, логично. Рыба-куртка. Это, опять же, как и лобстер, как и следующие вещи, которые мы будем пробовать, как и морской черенок. Те вещи, которые вы обязаны попробовать, когда приезжаете во Вьетнам. Ну, а теперь можно разнообразить как раз ошметочки вот этого мяса, которые здесь остались, лучком и, конечно же, иди сюда, остротой. Я как фанат лучка. Для меня это замечательная совершенно вещь. А вот она, острота. Ребята, пробуйте и так, и так. Плюс соусы. Но в данном случае к этой рыбе, я не знаю, согласятся ли со мной здесь присутствующие, не нужны соусы. Она сама по себе хороша и вкусна. Роман. Но вот здесь, в отличие от лангуста,
эта рыба полностью оправдывает свою цену, потому что она офигеть какая вкусная. Единственное, я бы предпочел на гриле ее, потому что не особо люблю сочетание рыбы с вкусом вареного лука. Но даже несмотря на это блюдо отличное получилось. Это все благодаря тому, что рыба очень вкусная. Это вкусовщина. Конечно же, мне такое сочетание очень нравится, но да, я уверен, найдется немало людей, которые скажут, ну да, нам бы на гриле. Но дело в том, что мы созвонились с женой, с Туин, и она попросила их изначально, это как раз как я просил, на гриле приготовить. Но они говорят, нет, ребят, на гриле мы не сможем оставить ее сочной, потому что она готовится без шкуры. И мы ее просто сделаем сухой. Я говорю, не-не-не, ни в коем случае. Тогда готовьте ее на пару и вот таким вот образом. Я думаю, что мы не облажались в данном случае. К каждой рыбе свой вид готовки. Да, окей. На гриле, если они вам пообещают, что она будет сочная, может быть, не знаю. Ну а у нас раки-медведки. Тот же лангуст, только дешевле. И здесь съедается все. Здесь не надо промывать или чистить чего-то. Если уж за лангуста я сам не решился взяться, а попросил местный персонал, то я надеюсь, с раком-медведкой у меня все получится. Я хочу для начала сделать по-правильному. Здесь, в отличие от лангуста, в ногах есть нечего, поэтому от них можно смело вот так вот избавиться, и они не нужны. А вот и он. Вот так вот. Вы видали? И это с одной штучки. Вот такое вот количество. Это, считай, как половина лангуста. И, конечно же, соками его и полить. О, а здесь с икрой. Перед тем, как приступить к дегустации рака-медведки, я должен, конечно же, сказать, зачем вот это у нас на столе. Это подавалось к рыбе. Я не перестаю удивляться тому, что они предполагают эту нежнейшую, замечательную рыбу заворачивать вот в эти листы рисовой бумаги. При этом, накладывая туда внутрь мяту, затем вот это водный шпинат, он обладает кислым, мощным вкусом. Туда же огурец и туда же кислый манго. Что от рыбы после этого останется, вы можете себе представить. Зачем это делать, я не понимаю. Окей, если это была бы селедка. И ладно, какая-нибудь там, да пускай та же скумбрия, макрель. Господь бы с ним. Но с такой благородной рыбой поступать вот таким вот образом, я считаю, просто преступление. Ну а теперь, господа, можно я отведу душу и вот целиком? Хорошенько изваляв в соках, конечно же. Именно за этим вы сюда едете, поверьте мне. Именно за этим. Я могу очень долго сейчас растекаться мыслью по древу, насколько это вкусно, насколько это замечательно. Знаете, остановись момент. Это хочется запоминать, это хочется вкусить снова. Это именно те воспоминания, которые ты с собой увозишь. Поэтому да, господа, приезжая, увидели рака-медведку в аквариуме, смело берите, чтобы как минимум по одной штучке каждому досталось. Как это было в случае с нами. Роман. Вот если бы я пробовал с закрытыми глазами, сначала лангуста, потом вот эту креветку-медведку, я бы, наверное, не отличил, что из этого кто. Поэтому тут, конечно же, получается в 6 раз дешевле. Мой выбор очевиден, это вот креветка-медведка.
Ну, не в 6, где-то процентов 35 рак-медведка дешевле. То есть ну, все цены будут появляться, поэтому вы можете сравнить, насколько мои ощущения, когда я видел цены, вроде там 30% примерно рак-медведка дешевле. К сожалению, то ли я это разрекламировал, то ли так далее, потому что сейчас это стоило, по-моему, 980 тысяч за килограмм, а в свое время, еще до ковидное, когда мы ели, они стоили по 600 тысяч за килограмм. Так что время идет, пока есть возможность, господа, успевайте, успевайте. Как вы поняли, у нас сегодня гости за кадром, поэтому мнение гостей. Что больше всего понравилось? Что больше всего не понравилось, если такое сегодня вообще было? Мне понравился вообще опыт дегустировать всяких таких интересных рыб, которые я вообще в жизни не ела, не кушала и даже не видела. И самое для меня вкусное была рыба Куртка, да? Куртка, да. У нас рыба сегодня была одна, не мудрено угадать, да? Да, рыба куртка, потому что она мне напоминала, наверное, мой дом. Потому что у нас есть тоже что-то очень, похожее. И как раз этот вкус и сочность для меня самое, наверное, то, что понравилось всего лучше. Конечно, надо привыкнуть к тем рыбам, которых я в жизни не видала. Морской какой-то... Морской черенок. Да, да, для меня это первый раз слышу Да. и вижу. И эта рыба мне чуть-чуть напоминала кальмара. Да. По своим каким-то но, наверное, не самая такая любимая, да, для меня, потому что я не привыкла. Но если я тут, наверное, жила какими-то годами, да, уже большими, тогда я думаю, что я уже ее полюбила, да. Да. Это так для меня самое важное. Ну, если мы говорим о лангусте, или это последнее, которое мы кушали. Рак-медведка. Да, медведка. То мне тоже кажется, что я выбрала бы медведку, потому что для меня она все-таки сочнее тоже. Да. И по вкусу, по-моему, она там в своем соусе все-таки. Да, очень много сока Да. внутри, да. И это для меня очень интересно и важно. скажем так. Конечно. Главное, Настоящий. да, Настоящий вкус да. морепродуктов Да. почувствовать, конечно, Но важно. действительно очень хороший опыт попробовать, в принципе, все. Да? Ну, мы сегодня начали, во-первых, с креветок еще, Да. и с бэйби кальмара. О, да, это я уже забыла. Да, и с рыбным соусом. Как вам Да. кальмар с рыбным соусом? Мне так лучше он подходит, конечно, да, потому как я говорила, этот вкус я даже, не особенно. Такого да? не было. Да, и я с этим соусом, он очень хорошо, я могу его съедать, скажем так, и даже приятно и вкусно, да. Но при этом необычный первый Да. раз, когда человек приезжает, да, ты никогда этого не пробовал, но ты пробуешь и так, а это хорошо. Да, так и есть, да. И, в принципе, если я, как я говорила, тут пожила, я с удовольствием бы все ела, да, просто надо привыкать. Другими словами, господа, вот вам небольшой гайд на то, что попробовать стоит во Вьетнаме. Прежде всего, когда вы приехали. Это минимальный набор того, что мы сегодня попробовали, именно когда вы приехали первый раз и хотите ощутить... А зачем вы приехали? Вот за этим, в частности. Спасибо вам огромное. Ребята, финалка. Вы знаете, очень много запросов появляется от туристов следующих. Костян, что я должен посетить первым делом, приехав во Вьетнам? Действительно, потому что, я напоминаю, я сейчас занимаюсь тем, что помогаю туристам здесь с жильем, с трансфером, с байками, с сим-картами и прочим, и прочим. Грубо говоря, другими словами, вы купили билеты, а все остальное мы здесь организуем, начиная, как я уже выше сказал, от сим-карт, заканчивая экскурсиями и вообще всем.
Поэтому люди пишут и спрашивают, а куда сходить, а чего попробовать. Поэтому мы сделали этот выпуск, потому что у гостей сегодня был именно такой запрос. Да, и многие оставляют комментарии под видосом. Костян, а как с тобой связаться? Да все очень просто. В Телеграме, в основной ленте, в закрепленном сообщении есть мои контакты. Смело пишите мне в личку. Я обычно отвечаю очень быстро. Если не занят вот так на обзоре, то да, связывайтесь, пишите. И welcome во Вьетнам. Приезжайте. А уж что здесь попробовать, мы вам все посоветуем, расскажем, свозим на экскурсии и так далее. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Добро пожаловать во Вьетнам. Так, Господь с ним. Здесь действительно уже только-только ковыряться. И вот такие микрокусочки выедать. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь взять рукой, да, и вот так. Конечно. Вообще их едят руками. Вот так оторвал, окунул и съел. Не порти момент.